как экранизировать всего 2 главы, половину вырезав, а половину перепутав? Я не знаю. Спросите режиссера и сценариста 3-й серии 3-го сезона аниме «Реинкарнация безработного». А я, как всегда, буду сравнивать экранизацию с книжным первоисточником. Ведь с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А серия начинается с... Стоп, на ютубе нельзя показывать кадры из начала аниме. Да, оставлю вот этот и хватит с вас, мои маленькие извращенцы. Короче, сериал начинается с типичного утра в дружном семействе Грейратов. Фигурки на полке, богиня, мирно спящая в кровати, в общем, идиллия. Кстати, вы заметили, что один из лепестков сорван с цветка синего цвета? Закончилось девичество. 50-то лет. В этой сцене, в новелле, Руди прям заваливает читателя отсылками на богов, причем упоминая как Будду, так и Ветхий Завет. И в новелле, когда Рокси закрылась и свет погас, Руди попросил отдернуть одеяло, и свет снова хлынул в мир. В общем, я надеюсь, что у них в особняке толстые стены. А в новелле Руди кратко пересказывает предыдущую ночь. Говорит, что обращался с Рокси как с богиней, и то, что у него на утро болит челюсть, если вы понимаете, о чем я. Еще наш лис в обличье серой крысы задумывается о том, что в постели Сильфи и Рокси разные, и Рокси куда более любознательная. Ну а что мы все об одном и том же? Признавайтесь, вы ждали появления другого бога, а именно Джира, который мирно спит у себя в будке. И у нас с самого начала серии переставлены события. В аниме после подъема нам показывают Сильфи и Люси. Это уже контент из 2 главы 13-го тома. Тут стоит сказать, что 3-й сезон будет экранизировать скорее всего 5 томов ранобэ, с 13 по 17. И в целом это меньше, чем в предыдущих сезонах, где экранизированы по 6 томов каждом. Итак, в сцене с белой женой вырезаны мысли Руди о том, что родив, Сильфи стала более женственной и что однажды он даже не смог заставить себя поговорить с ней, настолько благородно она выглядела с ребенком на руках. Кстати, насчет ребенка. Если вы помните, ее назвали Люси, и вообще в этой сцене в новелле Сильфи кормила ее грудью. Очевидно, это было вырезано. Что еще было вырезано, так это замечание Лили о том, что она напоминает в этом возрасте вас, господин Рудиус. Она-то, конечно, намекала на то, что у Люси крепкое тело, и она почти никогда не плачет, но Рудиус понял это иначе. Цитирую. Что если Люси является реинкарнацией какого-нибудь непутевого ублюдка из Японии? С тех пор, когда никого не было рядом, он пытался заговорить с дочерью на японском и на ломаном английском, проверяя ее реакцию. Но реакция была абсолютно обычной для ребенка. В общем, в новелле было заряжено ружьишко. Далее нам показывают Норн и Зенит, а затем приходят Лилия и Айша. В новелле это Лилия привела Зенит, так что тут небольшие некритичные перестановки. И естественно, тут вырезан кусок абзаца про то, что Зенит хоть как-то реагирует на Норн, то гладя ее по голове, то пытаясь накормить из своей тарелки, будто бы ей 2 года. А Рудиус, видя как Норн терпеливо относится к состоянию своей матери, отмечает, что еще пару лет назад она бы так себя не вела, а значит выросла. В общем, вся семья садится за стол, и, видимо, чисто для визуала всех персонажей пересадили. Руди сидел не во главе стола, а рядом с Сильфи и Рокси, а напротив сидели Айша, Лилия и Зенит. А Норн вообще не было в этой сцене. В аниме же, как минимум, жен поменяли местами. Но зато Руди теперь действительно выглядит как глава своей семьи. Ну и только в аниме Руди говорит о том, что хоть их и разбросало по всему миру, они смогли снова воссоединиться, и что он безмерно счастлив этому. И нет, я не могу молчать. Знаете, какой самый популярный вопрос был под роликом со сравнением предыдущих серий? Нет, не 3-й сезон, что ли, вышел? А где можно посмотреть? Я понимаю, блокировки, замедление сайтов, белые списки, а тут людей еще и в гугле забанили. Но по правилам ютуба мне, да и вам запрещено постить ссылки, ведущие на сайты с пиратским контентом. А лицензионный Кинопоиск
поиск разошелся с цензурой так, что из первых 2 сезонов аниме суммарно было вырезано больше 23 минут контента. Ага, почти как целая серия. Ссылки на пиратские сайты нельзя, но зато можно дать ссылку, например, на мой Twitch, если вы понимаете, о чем я. А еще на наш сервер в Дискорде, где есть отдельный канал под обсуждение Безраба. Ну и про Бусти не забывайте, ведь там в раннем доступе лежит, например, 1,5-часовой видос со сравнением первого сезона аниме с новеллой. Месячная подписка стоит дешевле пачки чипсов. Спасибо всем, кто уже подписан, но отдельное спасибо Onyx Драгону, Рамазану, Николаю Бондаренко, Найт Киви и Террария DF. А дальше в аниме Сильфи, Рокси и Руди, а также Норн идут в академию. И вы не задумывались о том, что Сильфи вообще-то кормящая мать и должна всегда быть с дочерью? В новелле задумались. И в качестве кормилицы Руди нанял Сюзанну, бывшую авантюристку из Контрстрелы. Ее не должны вырезать. В аниме нам, скорее всего, ее покажут позже. Тем временем снова крупная вырезня. Нам в быстрой перемотке кадров показывают, как Руди хвалился всем, что Рокси его учитель. И, как вы понимаете, в новелле каждый из этих кадров — это отдельная сцена. Когда Руди зашел к Заноби, он сливался в порыве страсти с манекеном. Ну, он слишком силен для обычного человека, так что отношения с людьми для него невозможны. Войдите в положение. После немой сцены Заноба показывает магическую перчатку. В аниме это будет дальше. А затем приходит Рокси, и принц целого королевства падает перед ней на колени, ведь она мастер его мастера. Риния с Пурсеной сразу почуяли в Рокси сильную соперницу и даже посочувствовали Сильфи, которой теперь придется бороться за внимание Рудиуса с удвоенной силой. Сильфи же их отшила настолько элегантно, что диву даешься. Причем, судя по их реакции, было понятно, что они явно были недовольны тем, что Рудиус захомутал себе вторую жену. И не потому, что они верят в Милиса, а потому, что каждая из них хотела заполучить альфа-самца всей школы. Так что, да, Хитагами не солгал, когда говорил, что если бы Рудиус остался, то кто-то из 2 зверолюдок стала бы его второй женой. Встреча с Ариэль прошла нормально. У принцессы было достаточно такта в общении с людьми. Правда, она сказала, что если бы Рудиус перед отъездом зашел к ней, она бы снабдила его чем-нибудь полезным в дорогу. Вряд ли у нее есть зелье от располовинивания. Ариэль все еще продавливает свой хитрый план по союзу с Рудиусом, так что неудивительно. Удивительно то, что в аниме в этот кадр добавили Клини Элронд и Элемой Блю Вольф, приближенных Ариэль и подруг Сильфи. Они еще должны будут появиться в будущем. Встреча с Нанахоши... В аниме вы вообще заметили, что она захворала? Это ведро с бумагой настолько незаметно нарисовали. А сама Нанахоши выглядит будто просто устала. А еще в новелле Шизука не поняла, что Рокси долгоживущий демон, и назвала Руди грязным PDF-файлом. Дальше в аниме Норн, попрощавшись, убегает и встречает своих друзей. Все, теперь она не молчаливый одиночка, а обычная школьница своих лет. И я надеюсь, что это не остаток от половины главы про ее фан-клуб, а новая сцена. Да, прямо как в аниме у Норн появится свой собственный фан-клуб. Далее нам показывают, как Руди и Рокси приходят к вице-директору Джиносу. И чисто технически в новелле эта сцена была после сцены в постели. Короче, во всей серии все сцены переставлены местами, отчего я уже заманался понимать, что тут к чему. Главное, и так короткую сцену из Ранобэ в аниме урезали еще сильнее. В книге это неловкая сцена встречи старых знакомых, которые расстались в жуткой ссоре. Рокси выпустилась, затем скиталась, пока не прибилась к Грейратам, и уже там поняла, что Джениус был прав, а она была еще слишком молода. После их долгого разговора Джинос принял Рокси как нового учителя магии. В аниме же... Я не знаю, они тупо пришли, перебросились парой фраз и все. А еще в новелле оказалось, что она уже получила работу. Кто ее вообще одобрил? Директора Академии Короля Ветра Георга в аниме вообще ни разу не показывали. Выглядит так, будто бы она получила работу по блату. Далее Руди приходит в класс. А затем туда приходят и остальные персонажи. И здесь в аниме все сцены прошли через мясорубку. Разговор с Ринией и Пурсеной насчет Сильфи жестоко порезан. Я вам пересказал его выше. Зато другой разговор со зверолюдками вообще вырезан. Там Руди с ужасом узнает, что Риния поддержала слухи о том, что он отправился на Бегарит,
чтобы сразиться с одним из 7 великих мировых сил. Победил, и это все ценой левой руки. А уже потом слухи модифицировались до масштаба «Руди сражался с целой армией суппордов». За такой косяк Серокрысов выдрал кошку за хвост. Далее разговора с Занобой, где он хвастается плодом своих исследований, тоже не было. Точнее, это было, но уже непосредственно в комнате самого Занобы. Я же говорю, все сцены в аниме перепутаны. А когда в аниме в класс пришла и Нанахоши, я офигел. Она-то тут что забыла? Если что, она даже после нервного срыва все так же оставалась затворницей, которая не желала создавать социальные связи в этом мире сверх необходимого. К тому же, если в аниме она лишь чуть-чуть покашляла и дальше пошла улыбаться, в новелле она прям заходилась кашлем и никуда из своей берлоги не вылезала. Самое смешное, в этой комнате сидят несколько магов, владеющих магией детоксикации, и хоть бы один предложил свою помощь. Да тот же Клифф, например, который заходит следом за Шизукой. Зачем надо было это делать в аниме, непонятно. Только Руди хочет рассказать о второй жене Клиффу, как в класс заходят Джинос и Рокси. В новелле Джиноса не было, а заходил Самсон, их текущий классный руководитель. Он был старшим братом одной из учащихся, которая уже давно выпустилась, поэтому классухой и стала Рокси. Это типа такая традиция, что надзиратель за особым классом должен был быть кем-то из родственников обучающихся. После того, как Рокси сказала, что она вторая жена, Клифф сделал выволочку Рудиусу, причем прямо в классе, перед лицом Рокси. Это выглядело очень странно, и хорошо, что в аниме Клифф отчитывает Руди не при свидетеле. Чё? Он отчитывает его перед Занобой? А Заноба еще и боится Клиффа? Это что за бред я сейчас увидел? Заноба человек простой, любит фигурки и бесконечно уважает своего мастера. Если что, в прошлый раз за куда меньшее он Клиффу чуть лицо не сломал. И то, видимо, сдерживался. Не зря у него прозвище «Отрывающий головы принц». Это человек, который на эмоциях может легко убить. И только Руди может его хоть как-то держать в узде. Тем не менее, весь разговор с Клиффом не претерпел изменений, за исключением вырезанной фразы Клиффа о том, что женщины не предмет для коллекционирования. Также по новелле Руди кратко пересказывает бой с Гидрой, только в новелле он осекается, заменив «мой отец рубил головы» на «наш мечник рубил головы». Затем в аниме Заноба показывает прототип магической перчатки, и в аниме акцент в этой сцене поставлен не в ту сторону. В аниме Заноба напяливает перчатку на Рудиуса, она срабатывает, а затем Заноба говорит, что хочет использовать ее для самостоятельного изготовления фигурок. В новелле же строго наоборот. Они с Клиффом пытались придумать что-то, что позволит суперсильному Занобе заниматься тонкой работой. Так что он сначала надевает перчатку на себя, демонстрирует, а затем напяливает ее на Рудиуса. В аниме же кажется, будто произошел сюжетный произвол. Вот главный герой потерял руку, и вот сразу же нашлось решение проблемы. И еще, они сделали чувство осязания для перчатки специально для работы с фигурками, а не для того, чтобы Руди ломал руку Клиффу в этом моменте. Зачем вообще вставлять этот момент в аниме? Выглядит реально так, будто бы Рудиус зол на Клиффа и мстит за то, что он его отчитал. В новелле было наоборот. Рудиус понимал, что он виноват перед Клиффом за то, что он не сказал про ребенка и вторую жену. Короче, трое друзей из аниме не похожи на свои книжные прототипы. Ну и в новелле вся троица никуда не ходила, чтобы проверить, можно ли с помощью перчатки колдовать. Во-первых, их там было двое, а во-вторых, Руди прямо на месте создал маленький водяной шар. В аниме же решили накинуть пафоса, а накинули кринжа, ведь такую деревянную мишень Заноба из новеллы должен таскать одной рукой. Он же Мика, проклятое дитя, в конце концов. Ну, хотя бы Рудиус немного пострелял магией. Нет, ну серьезно, я прям чувствую эти миллионы недовольных комментариев под серией, что Рудиусу все слишком легко дается, а аниме только усугубляет этот момент. Кстати, в аниме не указывается, что движения рукой жрут ману. Занобу высушивает до состояния овоща за пару часов, а вот у Руди запаса маны хоть отбавляй, так что для него это универсальный протез. Вечером Руди возвращается домой, а Айша предлагает ему ужин, ванну
или себя. В новелле она получает подзатыльник от Лилии, в аниме же нет. Далее в новелле Рудиус идет в ванную, а Айша бесстыдным образом вламывается к нему и липнет. Да, голышом. Эту сцену вырезали, да и по делам. В аниме же все персонажи ужинают, и Рудиус еще раз говорит про то, что ценит нормальную, спокойную жизнь. Это новая сцена, а серия заканчивается на молитве на алтаре, и она идет в точности по новелле. Что можно сказать по серии? Нахрена было все так переиначивать? Заноба в аниме и так был не совсем похож на себя из новеллы, а теперь взялись из-за Клиффа. Вообще, при чтении Ранобэ у меня складывалось впечатление, что эта троица друзей сначала откровенно друг друга недолюбливает, затем имеет какую-то дистанцию между собой и, наконец, прикипает, даже несмотря на их кардинальное различие по некоторым вопросам. Заноба ничего кроме фигурок не воспринимает, Клифф — ЧСВшный гений, который лезет ко всем с советом, когда его не просят, а Руди косячит раз за разом на ровном месте. И ничего, они как-то стараются не обращать внимания на недостатки друг друга. В аниме же нам показывают вроде бы схожее, но если в новелле у них взаимный респект, то в аниме Заноба боится, Клиффа, а через минуту, как ни в чем не бывало, снова улыбается. Что с ним сценаристы сделают в арке Широна, я не знаю. Дописываю на монтаже. А еще в этой серии дико просевшая графика, особенно на фоне первой и второй серий. На эти статичные планы просто больно смотреть. Конечно, не как в худших сериях второго сезона, но уже где-то близко. Не забывайте смотреть другие ролики на канале, а на сегодня все. Всем удачи и всем пока.